В далеком царстве, без имени и четких границ, стоял город, привыкший к войнам. Каждое поколение знало страх, каждый дом помнил потери. Люди мечтали не о счастье, а хотя бы о спокойствии. Они решили, что перемены опасны, и за это были готовы жертвовать многим. В центре города возвышался дворец из темного камня. Он казался вечным и неподвижным во времени. Там жил король. Каждое утро он выходил на балкон, говорил медленно, уверенно, не повышая голос. Я возьму ваши страхи и сохраню привычный порядок. Я помогу вам жить ровно, без лишних волнений. Люди слушали и чувствовали странное облегчение. Им хотелось, чтобы кто-то решал проблемы за них. Страхи отдавали легко, ведь носить их было невыносимо. Король становился выше, а город тише день за днем. Никто не заметил, как тишина стала слишком плотной, и как в этой тишине стало трудно дышать. Король жил один во дворце из холодного камня. Комнаты были большими и всегда пустыми. Он не любил гостей и избегал разговоров. Слова казались ему опасными и трудноуправляемыми. У него не было детей, семьи или близких друзей. Он считал, что привязанности мешают сохранять порядок. Король не ел хлеб и обычную людскую пищу. Он ел страхи, которые люди приносили ему ежедневно. Страх ошибиться, выделиться, страх сказать лишнее, быть услышанным и страх одиночества. Король ел их медленно, не торопясь. С каждым страхом он становился выше и тяжелее. Слуги старались двигаться как можно тише. Даже часы тикали глухо, словно боялись привлечь внимание. В городе люди говорили все реже и осторожнее. Песни казались лишними, а смех слишком заметным. И только один мальчик заметил, что город медленно угасает. Мальчика звали Мирослав. Он жил на краю города, там дома стояли реже, а улицы тише. Вечером слышно ветер и лес. Он жил с мамой, бабушкой и черепахой-крошкой. Черепаха была старой, медленной и бесстрашной. Она никогда не пряталась и не спешила. Бабушка помнила город до появления короля. Видела времена, когда люди говорили свободнее. Она говорила редко, но каждое слово весило много. Когда люди долго молчат, страхи начинают говорить громче. Мирослав слушал ее внимательно и запоминал. Не всегда понимал смысл, но чувствовал правду. Он часто смотрел на черепаху, ползущую без спешки. Крошка никогда не останавливалась, даже если путь был длинный. Это казалось Мирославу спокойным и правильным. Он начал замечать, как город дышит все тише. Люди проходили мимо, опуская глаза и плечи, и Мирослав понял, что молчание стало слишком большим. Мирослав не хотел бороться и не искал споров, не мечтал стать важным или заметным. Он просто любил вечера с историями бабушки. Они звучали тихо, но оставались надолго. Истории не давали ответов, но делали страхи меньше. В них не было приказов и правильных выводов. Там было тепло и разрешение ошибаться. Мирослав начал рассказывать истории сначала дома вечером, потом соседям, потом детям во дворе. Он говорил спокойно, не стараясь быть убедительным. Люди слушали, потому что внутри становилось легче. Никто не чувствовал давления или необходимости соглашаться. Истории передавались дальше без просьб и указаний. Они шли медленно от человека к человеку. Так истории дошли до площади у дворца, и именно там король впервые почувствовал нехватку, будто кто-то забрал то, что всегда принадлежало ему. Король заметил, что город стал меньше бояться, люди реже приносили свои страхи, некоторые и вовсе перестали приходить по утрам. Рост короля остановился, а тень стала короче. Это пугало его еще сильнее, чем любые угрозы. Внутри появилась пустота, к которой он не привык. Король понял, что кто-то меняет привычный порядок. Этот порядок он считал единственно возможным. Он начал слушать город, чего раньше не делал. До него доходили обрывки голосов и смеха. Он услышал истории, которые не просили подчинения. Они не требовали веры и не давали обещаний. Это было странно и тревожно. Король вышел на площадь, чтобы увидеть источник изменений.
Там стоял мальчик и спокойно рассказывал историю. Люди слушали, не опуская глаз и плеч. Король почувствовал, что его больше не боятся. И это чувство оказалось неожиданно тяжелым. Король заговорил тихо, без привычной уверенности. Он сказал, что без порядка город не справится. Его слова звучали скорее как просьба, чем приказ. Мирослав выслушал и не стал возражать. Он не спорил и не пытался доказать правоту. Я всего лишь рассказываю. Ответил он спокойно. Король вдруг заметил, что голос мальчика знаком. В нем было что-то давно забытое и теплое. Он напоминал ему себя очень давно. Прабабушка смотрела издалека и ничего не говорила. Она знала, что некоторые ответы приходят не сразу. Король вспомнил, каким был до дворца и балкона, когда страхи еще не стали его единственной пищей. Он почувствовал, как становится меньше, но легче, будто тяжесть уходила, оставляя место тишине. Впервые король задумался, чем можно наполняться иначе, и этот вопрос оказался важнее всех прежних. Король больше не ел страхи, принесенные людьми. Он больше не ждал их у дверей дворца. Он учился слушать голоса, паузы и тишину, которая говорила больше любых слов. Иногда Мирослав приходил во дворец с историями. Он рассказывал их не для города, а просто. Без цели, без пользы и без ожиданий. Бабушка улыбалась, сидя в тени сада. Она видела, как что-то замкнутое медленно открывается. Черепаха-крошка грелась на солнце и спала. Она никогда не сомневалась, что все идет правильно. Король больше не выходил на балкон каждое утро. Городу с тех пор не нужен был высокий голос. Люди снова пели, иногда боялись, иногда смеялись. Страх остался, но больше не управлял ими. Он стал советчиком, а не хозяином мыслей. Город жил, ошибался, но дышал свободно. И этого оказалось вполне достаточно для всех.